Друзья, всех с наступающей Пасхой! По многочисленным просьбам публикую рецепт куличей на сдобно-дрожжевом тесте без яиц. Сдобно-дрожжевое тесто без яиц – это всегда пышные куличи, булочки, рогалики, ватрушки для всех, кто любит вкусную выпечку, но не использует яйца. Тесто получается очень нежное и вкусное. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. Для опары в теплое молоко добавляют дрожжи, сахар и муку. Интенсивно перемешиваю, чтобы дрожжи полностью разошлись в молоке без комочков. Плотно накрываю емкость с опарой и убираю в теплое место на 30 минут. В молоко всыпаю сахар, соль и ванилин. Перемешиваю, чтобы сахар полностью растворился в молоке. Опара хорошо поднялась пенистой шапкой. Это говорит о том, что дрожжи активные. Выкладываю опару в молочную смесь. Недолго перемешиваю. Всыпаю сразу всю муку. Перемешиваю крючками миксера до однородного теста без мучных фрагментов. Добавляю растительное масло, сливочное масло и изюм. Перемешиваю крючками миксера до эластичного теста, которое отходит от стен чаши. Накрываю чашу с тестом и убираю в теплое место на 30 минут. Тесто хорошо поднялось, оно практически не липнет к рукам и готово к работе. Порционно отделяю тесто, определяя вес по весам. Каждую порцию теста тщательно вымешиваю, формируя колобок. В целом у меня получилось 8 колобков по 120 грамм. Друзья, спасибо за ваши лайки и позитивные комментарии на канале. Каждый сформированный шарик выкладываю в подготовленный стаканчик. Противень с тестом накрываю плотным полотенцем и убираю в теплое место на 30 минут. После расстойки тесто в стаканчиках поднялось. Убираю противень с тестом в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 35 минут. Для глазури в сахарную пудру вливаю сок лимона. Интенсивно перемешиваю ингредиенты до получения густой глазури. Куличи остыли и готовы к оформлению. Порционно наношу глазурь на поверхность каждого кулича. Осторожно распределяю глазурь чайной ложкой по куличу. Сразу посыпаю каждый кулич кондитерской посыпкой, чтобы она прилипла на глазурь. Сдобно-дрожжевое тесто без яиц – это очень вкусная и ароматная выпечка. Друзья, всех с наступающим светлым праздником православной Пасхи!